Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень интересный подкаст. Я вместе с клиническим психологом обсужу, как правильно создавать детские комнаты. У нас в гостях Наталья. Наталья. Здравствуйте. 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 Да, меня действительно зовут Наталья, фамилия моя Степанова. Я уже, страшно сказать, уже 20 лет занимаюсь психотерапией, детской и взрослой, и я клинический психолог, то есть я выстраиваю психотерапию не только с точки зрения того, как вот там психология, все прочее, но и с точки зрения работы головного мозга. Мозг созревает у ребенка постепенно, поэтому и, собственно говоря, среда тоже должна быть. Ну, у вас это называется комната, у нас это называется среда по-научному, да, как бы, вот, и, соответственно, я еще директор психологического центра, в общем, веду тренинги, семинары, ну, короче говоря, у меня много разной активности, и надеюсь, что подкаст будет полезным. Те, кто в первый раз у нас на канале, меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера и соруководитель дизайн-студии интерьеров Нечаев-Сенчугов. Я подготовил очень много вопросов, и я думаю, что будет очень интересно, и я думаю, что очень полезно посмотреть этот подкаст. И еще один момент. Я кое-что понимаю в детях, чтобы вы не думали, что я ничего не понимаю. У меня есть дочка, ей 12 лет, поэтому мне тоже будет очень интересно все это послушать. Давайте начнем. Я просто когда готовился, общался с коллегами, и мне несколько человек задали такой вопрос. Вот можно ли ребенку доверять решение по дизайну его комнаты? Это большой вопрос, потому что я уже сказала, что дети, они очень разные по возрасту. То есть, естественно, что, например, доверять ребенку в год решения вопросов по его комнате, наверное, довольно странно. Так же, как и, наверное, там в 5-6 лет. А если мы говорим про подростков, то вот здесь это возможный вариант. Единственное, что, конечно, у них такой совещательный голос. То есть, например, у меня вот есть там несколько знакомых подростков, которые сами оборудовали свою комнату, да, как бы там вешали какие-то там футбольные кольца, то, что родителям было бы сильно, в общем, родители были бы сильно против, там, да, или делали какие-то там, в общем, тоже лазерные снаряды, там, устанавливали какое-то, довольно дорогое игровое оборудование, которое им было нужно, там, вот они такие, как бы, заядлые геймеры в этом вопросе, да, как бы, например, или там выбирали цвет стен. Единственное, что подростки штуки меняющиеся, то есть они ищут себя. И сегодня подросток может захотеть быть весь зеленым. Это его предназначение, его стиль жизни, его смысл. Но есть шанс, что к тому моменту, когда вы закончите ремонт, он захочет быть черным. И как бы вот в этой истории, да, здесь очень важно не перегнуть палку. С другой стороны, конечно, там этот совещательный голос совершенно точно должен быть у подростка, потому что иначе родители иногда видят его довольно маленьким ребенком, например, да, как бы, и, соответственно, он может попробовать сделать его комнату слишком детской, например, или слишком гендерно выраженной. И для подростка это будет, такой, в общем-то, поводом ругани с родителями. Я думаю, что детали мы чуть позже обсудим, Хорошо. Вот именно эти все, но просто у меня реально были случаи, когда заказчики говорят: Саша, если я вот доверю сейчас своему ребенку, а он подростку как раз, у него будет просто черная комната. Да. Вот, они говорят, я ни в коем случае, я думаю, что, конечно же, нужно все-таки совещаться, потому что там комнату с пони сделать ребенку, и он потом будет мучиться. 15 лет, есть шанс, что ребенок будет несколько разочарован. Тогда я думаю, что мы начнем с вопросов про маленького ребенка. Я думаю, что это логичней. Да. Какое пространство развивает маленького человека, а какое, наоборот, тормозит его развитие? Давайте начнем с, наверное, такого совсем маленького ребенка, например, то есть понятно, что ребенку до полугода, в принципе, пространства особого не нужно, то есть ему нужна кроватка достаточно большого размера, да, чтобы в ней можно было учиться переворачиваться, ему нужен коврик, на котором он будет учиться ползать. Скажу честно, очень многие родители делают именно в этом возрасте большую ошибку, они пытаются комнату перенасытить разными яркими цветами, разными, там, не знаю, у них коврики такие, там, с какими-то, они сразу покупают, типа на вырост, вот эти вот дорожки, такие вот там, да, ребенок не различает в этом возрасте еще вот дорожное полотно, не знаю, там, в общем, для него это все, совершенно бессмысленная история такая, да, или буквы сразу на пол, буквы вот, да, то есть как бы он еще только ползает, учится ему сразу буквы, вот эти вот такие пазлы, знаете, такие вот, как бы, да, вот. Конечно. Типа, да, вот. Когда мы говорим про ребенка вообще, в принципе, маленького, самое основное, то есть, ребенка, допустим, до 3-4 лет, его самая основная, скажем так, зона развития, самая основная линия развития, по которой, которая закладывается, это сенсорика и моторика. То есть идеальный вариант, если вам
у вас есть деньги, средства, желание и место, лучше всего поставить туда какой-нибудь спортивный комплекс, типа там, ну, они бывают очень разные, на разный бюджет, все прочее, разного цвета их можно сделать там, да, потому что вот это моторное развитие, как бы, да, вот лесенки, какие-нибудь колечки, качельки, вот это вот, ну, вот это все, оно закладывает развитие головного мозга. И даже если что-то не дозрело, да, то оно дозреет, собственно говоря, в процессе. Ну, еще очень важно, конечно, это рабочий стол, рабочее место. То есть для ребенка с года, ну, как бы, в принципе, ему нужен стол. Да, он должен быть маленький, то есть он должен быть... Тоже очень частая ошибка. Вот я начала своей карьеры, у меня было... Я ходила по домам, скажем так, то есть я приходила в гости к людям, да, и там проводила занятия, консультирование, занятия и так далее. Я насмотрелась всякого разного на самом деле, вот просто бесконечного, да, и вот если мы говорим про ребенка такого маленького возраста, да, то самая частая ошибка — это дорогой, красивый, пафосный стол, такой вот, ну, какого-нибудь натурального дерева. Нет, я понимаю, что они хотели позаботиться, хотели сделать как лучше, но имейте в виду, что ребенок на этом столе будет лепить, вырезать, что-то такое клеить, то есть, ну, красить. Творить, да, он должен за этим столом творить, он будет делать всякие соляные бомбочки, он будет проливать, прокапывать, он будет втыкать туда ножницы, потому что у него еще есть большие проблемы с моторикой, то есть он будет все это делать, соответственно. И, конечно, этот стол, он проживет 2-3 года, то есть, собственно говоря, вот нужно покупать такой стол, чтобы вам было не жалко его через 2-3 года выкинуть. Ну, к тому же он еще и вырастет из этого стола через какое-то время, да, это тоже важно. Ну, вот раньше была Икея, да, и вот этот белый стол-лак, он был идеальным вообще до 5 лет, то есть просто можно было ничего больше и не делать. Вот он стоил там 400 рублей. В принципе, это было самое оптимальное, что можно было. Но сейчас есть аналоги, я так понимаю. А что по поводу вот этих растущих столов? Тоже популярная тема. Или это уже более старшие? Ну, растущие столы обычно покупают детям, школьникам. В принципе, ничего плохого я в них не вижу. Конечно, ребенок растет, и стол с ним вместе должен расти. Мне лично больше нравятся растущие стулья, как бы, потому что у растущего стола есть один минус. Вот для тех, кто смотрит, да, вот я сижу сейчас, ну и вы тоже сидите, да, у вас ноги согнуты под прямым углом, и это важно. То есть, если у ребенка, ну, у меня здесь нет подходящей опоры, то есть если я откинусь, да, то вы меня перестанете слышать, но тем не менее, мне сказали, что мне нужно сидеть очень ровно, это важно. Вот, но тем не менее, вопрос здесь в том, что у него должен быть упор в спине, чтобы он мог долго сидеть, да, и у него должна быть удобная опора под ноги, потому что, ну, осанка, посадка — это наша нейродинамика, иначе у нас дети будут ложиться на стол, да, они будут отвлекаться, они будут ёрзать и так далее, и, соответственно, вот, ну, растущий стул, просто у него есть подножка вот эта вот, которая тоже растет вместе с ребенком. Поэтому мне растущие стулья нравятся больше. Но, в принципе, если вы можете подложить под этот стул чемодан, не знаю, папку, стопку книжек там и так далее, ну, в принципе, можно и растущий стол рассмотреть. В этом тоже нет ничего плохого, но это все-таки больше про более старший возраст, но еще тоже про столы сразу же, раз мы заговорили про столы, скажу, что... Давайте расскажу. Помните, мы с вами обсуждали, когда готовились, что у меня был в Москве случай, заказчики, у них очень небольшая комната, так получилось, они гостиную в пользу, точнее, наоборот, детскую отдали в пользу гостиной. Очень маленькая детская. И они сказали, у нас по проекту там был стол, вот, но они говорят, в процессе мы не успели его купить, но ребенок живет, и ему вообще, получается, не нужен стол, очень много места, она прям, но там реально маленький ребенок, сколько я помню, то есть это... Ну, маленький, 7 месяцев? Ну, до года, я думаю, да. То есть, получается, актуально именно, что после определенного возраста стол появляется. Ну, смотрите, в 7-месячном ребенку, конечно, стол не очень нужен, потому что он еще не умеет сидеть, ну, в принципе, то есть ему это не очень нужно. Если вот в 7 месяцев примерно, ну, в 7-8, тут как бы вот, ну, у нас индивидуальная сейчас норма развития, но примерно он должен сесть. И дальше он, правда, ему нужно научиться заниматься за столом, то есть если ребенку больше года, и у него нет стола вот такого вот маленького, вот, ну, на котором он может сидеть, нет стульчика, на котором он, собственно говоря, может сидеть на столе, то, ну, за столом, извините, пожалуйста, вот, то, соответственно, получается, что у него нет места рабочего, а он должен лепить, рисовать, вот клеить, вот это все делать, собственно говоря, он должен собирать лего-дупло, мозаику, кубики, шнуровки собирать. На полу в итоге все это собирает. Вот мой опыт да, показывает, что если он собирает лепить на полу, это значит, что у вас весь пол, во-первых, будет в этом. А во-вторых, дети, когда они лепят на полу, вот он как полепил? Он полепил 30 секунд, ушел.
пришел, наступил на пластилин, заметил, отлепил. Ну, то есть, на самом деле это выглядит как полевое поведение, то есть как поведение нецеленаправленное. А когда ребенок сидит за столом, именно на стуле, то есть никакие вот эти вот, стулья, которые вот для кормления, я иногда видела такие стулья, они прям троны такие, прям там, как не повращайся на нем, да, даже если ногу за ухо закинешь, не упадешь. Вот он не включает, собственно говоря, лобные доли, да, и не учит ребенка самоконтролю. А потом мы удивляемся, почему у нас дети не хотят концентрироваться на домашних заданиях. Вот для того, чтобы ребенок в 7 самостоятельно делал домашку и не отвлекался бы на посторонние звуки, не вставал бы попить, пописать, походить, играть в телефоне, для того, чтобы он мог целенаправленно 20 минут спокойно позаниматься и сделать, переписать это упражнение по русскому языку, ему в год нужно 20 минут посидеть за столом и полепить. И он, собственно говоря, для того, чтобы ему встать со стола, он должен собрать пластилин. То есть он может долепить до конца, собрать пластилин и встать. Да, это такое основное базовое условие. Когда у нас все это находится на полу, то, собственно говоря, куда ему вставать? Зачем ему вставать? Ему намного проще ходить хаотично в этой истории, да, поэтому вот, я все-таки еще про столы скажу, Да. потому что это важная часть. Очень важно, чтобы стол был, вот с точки зрения именно нейропсихологии, да, с точки зрения развития головного мозга, стол должен быть однотонным и светлым, в идеале белым, но хотя бы однотонным и достаточно светлым. Тогда мозг ребенка будет концентрироваться на том, что лежит на столе. То есть стол будет фоном. А то, что, скажем так, а если стол будет цветным, с каким-то большим количеством, особенно это для гиперактивных детей, для детей с нарушением внимания, это очень актуально. Если стол будет такой, знаете, деревянный, с большим количеством сучков, которые можно рассматривать, ребенок просто в него уйдет, Да. и ему будет менее интересно то, что там на столе происходит. Тем более столы, которые, знаете, такие есть, они такие яркие, цветные, на них и картинки, и табличка умножения. Уже для 3-летнего ребенка очень актуальна табличка умножения, прям точно совершенно это самое необходимое, что ему нужно. Но на этом столе на него смотришь, и даже я теряюсь, что там на нем лежит. Там вот эти маленькие такие эти кубики лего, которые сантиметр на полсантиметра, их просто действительно не видно. То есть я понимаю, конечно, что если ребенок за этим столом научится заниматься, это просто он будет гением, наверное, по внимательности, но если упрощать ребенку жизнь, то все-таки лучше белый однотонный стол. Вот это самое. Давайте еще закончим тему со столами. Я один раз участвовал там в дизайне школы. Я помогал строителям с именно эскизами школы, и мне сказали, что в этой модной школе у них обязательно в каждом классе должно быть место, где ребенок будет стоя работать. То есть ему нужно в какой-то момент встать и поработать стоя. Вот мне такую вот историю рассказали. То есть как с этим быть? Тут, наверное, нужно смотреть, во-первых, на возраст ребенка. То есть, если это, например, уже ребенок, который уже умеет заниматься в целом, то почему нет? Это первый момент. И второй момент, если это инклюзивная школа, которая действительно учит ребенка, разбираться в том, как ему лучше заниматься, да, потому что это требует определенного уровня внимательности от учителей, то есть чтобы он, все равно он сначала должен научиться сидеть, да, потом он может стоять, и тогда он может не уходить. Я расскажу одну историю про моего дедушку, если вы позволите. У меня дедушка профессор, и научился, послевоенное время он заканчивал институт, и у него был друг, такой гиперактивный, который все время норовился встать, чтобы не заниматься. Вот он для того, чтобы сидеть и заниматься, привязывал себе на ноги коньки. Потому что их надо сначала отвязать, потом встать неудобно. И он в таком формате готовился к экзаменам, потому что иначе он не мог. Нам нужно научить, мы не будем одевать на ребенка коньки, чтобы он сидел. Мы должны его приучить, что сначала надо доделать работу, которая у тебя есть, поклейки по вырезанию, если мы про маленького ребенка говорим, потом все собрать, потом встать. Никаких проблем здесь нет. Мне кажется, это многим взрослым такое нужно умение. Наверное, это из детства идет все. Да. Давайте поговорим, мы уже немножко затронули эту тему, про цвет в интерьере. И есть ли какие-то цвета, может быть, потому что все говорят, там какие-то токсичные цвета, это плохо, или там темная комната, это что же? Я просто видел по обзорам, да, что же будет с этим ребенком, как вообще жить в таком интерьере и так далее. Что с цветом?
Так, с цветом вопрос интересный. Это вопрос, его часто и много исследуют именно психологи, нейропсихологи. Есть знаменитый тест Люшера по, собственно говоря, цветовой гамме. Мы определяем состояние личности и особенности личности. И действительно достаточно хорошо работающий тест. Здесь, мне кажется, что очень важный момент, вот то, что вы планируете, чтобы ребенок в этой комнате делал. То есть, если он там должен и спать, и заниматься, и так далее, то, конечно, светлые тона, они предпочтительнее, да, потому что, ну, в светлом помещении работается лучше, скажем так. Если вы планируете, что ребенок в этой детской будет только спать, то, в принципе, я не вижу причин, чтобы не делать ее темной, например, как бы, да, потому что, ну, тут вот надо смотреть, потому что, ну, вот у меня, опять же, был такой момент, я говорила, что я ходила по домам много, да, как бы, вот, и, соответственно, однажды я увидела комнату 7-летнего уже ребенка, то есть достаточно взрослого, и у них были проблемы с тем, что они не могли заставить его заниматься, делать уроки и так далее. Но это была очень красивая, очень дорогая, очень такая вот стильно сделанная комната. Она была такого красивого, глубокого, темного, вот такого темного неба, такого цвета. Там был такой же темного цвета кровать с темным деревом, с покрывалом таким вот очень тактильным, очень уютным. Большой ковер, на нем слоник такой сидящий, вот плюшевый, гигантский. Вот честно, я достаточно трудоспособный человек, но я в этой комнате тоже заниматься не могла. Ну, потому что в ней комфортно спать, отдыхать, вот, ну, что-то такое делать, но сидеть и думать или, ну, вот работать в этой комнате было трудно, да, поэтому здесь, мне кажется, очень важно, вот, ну, дизайнеры же говорят про рабочие зоны, что Да. вот они, ну, что вот, ну, и для ребенка тоже должны быть рабочие зоны, то есть понятно, что если у него вот рабочая зона, да, то она не должна, она должна быть такой, чтобы ей было комфортно Ну, я знаю, работать. что офисы, например, в офисах предпочтительно более холодные тона, в них как бы проще Да. работать, собраться там и так далее. Да, это правда, да. Да, Мгм. ну, действительно есть такая история. Но здесь нужно играть, потому что, ну, опять же, все дети разные, да, и какому-то ребенку, может быть, теплый цвет, он будет, ну, спокойный ребенок, скажем так. к нему Еще отнесется. вопрос, ну, классический вопрос по Мгм. полу ребенка. Мгм. Что с полом и цветом, что девочки у нас розовые комнаты, мальчики голубые. Мгм. Ну, в генетическом коде это не прописано. То есть генетически нет генетического предпочтения у девочек розового, а мальчиков голубого. Более того, даже если вы сделаете мальчику голубую комнату, но будете воспитывать его без установки границ, там, не знаю, не отпуская его от себя с нарушениями привязанности, он у вас все равно вырастет маменькиным сынком, даже если у него будет просто идеально такая мужская комната. Так же, как и с девочкой, если вы даже ей сделаете эту розовую такую вот няшную, вот такую вот фиолетовую комнату, но при этом вы будете ее брать на пейнтбол, вы будете там, учить ее чистить рыбу, не знаю, вот, ну, и так далее, то она, конечно, все равно не вырастет такой прям, ну, то есть такой прям девочкой-девочкой. Поэтому, если вам важно, чтобы, ну, как бы, на мой взгляд, так, да, если вам важно, чтобы комната вашего ребенка была определенного цвета, но вы можете ее сделать. В принципе, ну, как бы ребенок привыкнет. Это что касается цвета. Что по поводу света? Потому что сейчас особенно очень модные вот эти RGB-решения, когда можно переключать свет, делать какой-то розовый, там безумный цвет, который заполняет весь интерьер. Ну, со светом и сложнее, и проще, потому что свет — это, ну, очень, ну, скажем так, у света есть такое понятие яркость, да, и вот когда мы говорим про ребенка, особенно с гиперактивностью, со слабой нервной системой, с какими-то еще моментами такими, ну, с особенностями, скажем так, да, то вот свет, его яркость, его частота моргания там и так далее, они действительно имеют именно физиологическое значение. То есть, например, вот сейчас будет Новый год, и я прям уверена, что большое количество родителей решат украсить детскую комнату вот этими вот моргающими лампочками, знаете, такие, которые там, ну, синие, зеленые там и так далее, да. Но вот если вы знаете, что у вашего ребенка слабая нервная система, что он быстро устающий и так далее, ограничьте это и не включайте перед сном, да, потому что если вы включите перед сном, он будет у вас плохо уходить в сон, и дальше он будет плохо спать, плохо выспаться, и в следующий день у вас пройдет, ну, как пройдет день у родителей с невыспавшимся ребенком. Те, кто родители, они знают, каково это, да, как бы. Если мы говорим про яркость, то тоже самая история, то есть есть определенная яркость, которая для ребенка тоже будет его перегружать, скажем так, да. И когда мы включаем вот такой вот меняющийся цвет, вот, ну, когда особенно ребенок сам может его менять, то особенно для ребенка
маленького, он будет начинать с этим играть, и, соответственно, он тоже здесь может себя перегрузить, и вплоть до, ну, да, если там это очень быстро делать, то вплоть до эпилептического припадка можно себя довести. Поэтому именно в детской комнате я не уверена, что это прям такая необходимая Я просто история. очень много раз слышал такую установку от Да. родителей, что в детской должно быть ярко. Это правда или нет? Насколько ярко? Ну, чтобы прям вообще вот любую пылинку можно было рассмотреть вот так, что он говорит, у меня ребенок, вот, он должен все видеть, он не должен там, это не должно влиять на его зрение, вот на такие вещи. Ну, это, наверное, лучше с окулистом, да, вот этот вопрос ему более детально Ну задать, да, как бы, логично. насколько как бы яркость здесь вот прям важна. Конечно, если у вас ребенок находится в полутьме все время, то, наверное, это не очень хорошо, если он такой пещерный житель. Ну, у него должен быть нормально, ну, у него должно быть яркое рабочее место. Вот с этим я, наверное, согласна. У него должно быть достаточно яркое место, где он играет. А место для сна, насколько оно должно быть ярко освещено, я вот тут не уверена. Еще вопрос практический. Вот у нас часто такой вопрос возникает, когда мы проектируем детские. Нужно ли ребенку давать возможность самому включать-выключать свет у спального места? Или вот одна кнопка, которой родитель вот все спокойной ночи уходит? В принципе, почему не давать ребенку возможность контролировать свет у себя в комнате? Мне кажется, что здесь он вполне может иметь такое право. Здесь есть один подводный камень. У детей есть такой период, когда они начинают бояться темноты. Примерно с 3 лет он начинается, это чисто физиологический параметр, ну такой даже больше филогенетический параметр, то есть когда мы раньше жили в пещерах, сидели у костров, к 3 годам примерно ребенок становился достаточно самостоятельный, чтобы пойти погулять. Ну, в общем, чтобы он далеко от костра все-таки не отходил, природа придумала ему страх темноты в этом возрасте, чтобы он все-таки его там волки не съели, короче говоря. Вот. Поэтому, соответственно, где-то вот примерно к 3 годам у него будет этот страх темноты, и если у него будет такая возможность включать и выключать свет, то, скорее всего, он будет этим пользоваться, да, и, ну, соответственно, страх темноты, он будет преодолеваться медленнее, потому что для того, чтобы преодолеть страх темноты, нужно в этой темноте какое-то время находиться. Ну, то есть вот тут есть вот такой момент. Но если ваш ребенок, вы знаете, что он уже преодолел страх темноты, или, например, в 5 лет у него будет страх привидений, там, монстров всяких разных, там, может быть, вы из детства помните, может, у вас ребенок так делал, когда там занавески колышутся, это же явно что-то живое, правда же? Ну, у меня у дочки был дурацкий страх, вообще вот не связанный с ночью. Мы поехали в Таиланд отдыхать, и она сказала, что любая вода, где она видит воду, она говорит, там акулки. И я не буду купаться. И реально 3 недели на море, она в море была 3 раза. Мне кажется, это Discovery. Она посмотрела Discovery про мир акул, и все. Может быть, да. Ну да. Но тут через преодоление было невозможно, потому что если ее запихаешь в воду, она начинала орать жутко. Я вот не знаю, вот как ребенку преодолеть страх темноты тоже. Здесь все очень просто. Да, кстати, к вопросу про дизайн интерьера тоже важный момент, потому что наверняка многие спрашивают, давайте ночничок повесим, давайте, чтобы у него был ночничок. Вот смотрите, именно когда у ребенка появляется страх темноты, мы действительно вешаем ему ночничок, но такой маленький, как маленькая такая, такая тусклая лампочка, и она должна перемещаться. Ну, то есть она должна иметь возможность перемещаться. То есть сначала вы ее ставите так, чтобы ребенок ее хорошо видел, да, как бы, и она была близко к его кровати. Потом дальше вы, через какое-то время, через 2, через 3 недели, когда он более-менее адаптировался, вы ее переносите на метр поближе к двери и подальше от кровати. И постепенно вы ее двигаете, и в конце концов вы ее вносите за дверь, и вот остается там щелка из-под двери, и он ее таким образом прорабатывает. Когда у ребенка есть постоянно горящий ночник, то, соответственно, тоже страх темноты, он не отрабатывается, да, поэтому мне кажется, это, что конечно, очень красиво, но немножко не полезно. Мы с вами общаемся буквально очень короткое время, и у меня такое ощущение, что если такие вещи лучше решать с профессионалом. Конечно. У меня есть очень смешная история, просто жуткая история. У дочки была соска, она была маленькая, и нужно было как-то ее начать отучать. Логично. Кто-то мне сказал, что нужно обрезать кончик соски, и она тогда будет у нее там плохо держаться, выпадать, и она потихонечку отучится. Неожиданно. Я такой способ еще не слышала, но я его положу к себе в бутылочку. Выглядело это так, то есть я на глазах у Вики просто достал у нее изо рта эту соску и отрезал, так, я не знаю, почему так
просто под корень. И у ребенка я просто видел ее глаза, у нее слезы на глазах. Ты уничтожил мой Саша, что ты сделал? Я почувствовал себя таким ужасным человеком. Вот поэтому вот отучение от страха темноты, вот, наверное, лучше делать как-то посоветоваться с кем-то, с профессионалом, а не придумывать самому какие-то способы. Ну, хотя бы литературу почитать, видео посмотреть, то есть они, это, в принципе, нормотипичный страх, то есть если у вашего ребенка есть такой страх в 3 года, это хорошо, это значит, что он нормально развивается, если нету, то значит, что-то пошло не так, то есть есть такие вещи, которые должны быть в своем возрасте. Да, конечно, лучше это с профессионалом решать. Да. Родители, что самое бесполезное дарят родители детям? Самое бесполезное... Наверное, знаете, это, во-первых, если, опять же, про детей дошкольников говорить, это этот домик для игр. Потому что, во-первых, я еще не знаю такого ребенка, который бы в нем сам самостоятельно, именно в сделанном готовом домике для игр, который вот такой вот покупной, чтобы ребенок сам самостоятельно в этом домике для игр играл больше 2 суток. Если бы его подарили, вы себя привязали к необходимости его там развлекать, там организовывать для него что-нибудь, а если, скажем так, умножить, точнее, приплюсовать стоимость квадратного метра жилья, на которого этот домик стоит. Он занимает. У нас стоял такой много лет, это ужас какой-то. Вы играли в нем? А я вам, хотите, расскажу, почему? Наверняка, в моем детстве и в вашем, вы наверняка тоже строили домики. Но вы их строили каждый раз сами. Вы строили их разными, вы экспериментировали. Сегодня это будет вигвам из стульев, завтра это будет что-то из подушек сделанное, послезавтра это будет домик под столом со скатертью. То есть вы каждый раз экспериментировали и выражали свою идею, которая у вас в голове была, в реальность. И каждый раз думали, а как я могу сделать по-другому, а как я могу сделать лучше. То есть здесь игра внутри домика была результатом того, что вы построили. У вас был результат вашего труда, вашей идеи, вашей креативности, и вы его, и там было прикольно играть. Он каждый раз был новый. Его каждый раз нужно было пересобирать, дособирать. Обычно родители еще не разрешают такие домики оставлять надолго. То есть они говорят, что в конце дня надо все привести как было и так далее, И каждый раз мы достраиваем. И тогда ребенок действительно в нем играет, и он учится. Он учится исследовать материалы, скажем так, какие из них мягкие, какие твердые, что с чем сочетается, что не сочетается, как сделать так, чтобы домик на тебя не упал, как сделать так, чтобы он был достаточно просторный, достаточно светлый. Он учится понимать, что ему вообще важно, как ему удобно, как ему интересно, и так далее. А когда у вас покупной домик, он может быть очень красивый, но он всегда одинаковый. Это объясняет, на самом деле, почему Лего всегда разобранное. Сколько я дарил Вике конструкторов Лего, мы все время его в первый раз собирали, и я такой, как классно. И потом я прихожу через день, он просто переделанный, и меня это так расстраивало. Есть очень крутой фильм, на самом деле, мультик «Лего Муви». Да, есть. Там именно об этом. Там ребенок постоянно что-то придумывает, переделывает под себя, а папа, наоборот, с ним борется и хочет все на клей посадить, чтобы все было идеальное и готовое. Для ребенка важно. Это хорошо, что ваша Вика экспериментирует с Лего. Оно для этого и создано, для того, чтобы каждый раз собирать что-то новое, тогда оно работает правильно, оно развивает. А если оно статично закреплено, то, в общем, в этом никакого развития нет. Какие еще подарки? Какие еще подарки? И еще, наверное, из того, что совсем маленьким детям дарят, это всякий там белый шум, это всякие колонки типа Алисы. Что такое белый шум? Я просто не сталкивался именно в жизни с таким. Это совсем для маленьких детей, чтобы они не кричали. То есть ставится в комнату белый шум, и он отвлекает ребенка, и он такой сидит и его слушает. Но это тоже не развивает, потому что, по идее, ребенок должен... там же какой-то звук. Я на него отреагирую. Там еще какой-то звук, я на него тоже отреагирую. А тут у него просто одинаковый равномерный шум. То есть уши загружены, но при этом развития-то нет. В этой истории. Еще из бесполезного, это, конечно, корзинки для игрушек. Еще из бесполезного это кукольный домик для девочек, там такой для Барби, знаете, вот этот вот. По той же самой причине, что и вот этот домик, это какой-то такой стационарный гараж для мальчиков, если это, мальчишеская такая тема. То есть это игрушки, в которые, по сути своей которые нельзя менять. Они такие не очень здесь. А что с кроватью, машиной? Как вам сказать? Давайте обсудим, зачем ее обычно покупают. Да. Ее обычно покупают для того, чтобы ребенок наконец начал в ней спать.
обычно механизм такой, или кровать-карета, вот чтобы ребенок начал в ней спать. Вот из таких прикольных кроватей, я честно скажу, я не знаю, ну вот именно вот таких вот кровать-карета, кровать-машина, кровать там, ну, не знаю, там каноэ, вот что-то такое. Я ни разу не видела ребенка, который бы за счет того, что у меня прикольная кровать, он бы начал там спать, отсепарировался бы от родителей и больше не приходил бы к ним в кровать ночью, да, потому что то, что он к вам приходит ночью, это проблема ваших границ, того, что вы его не отводите обратно, как бы, а не проблема, или неправильно укладываете, это там отдельная тема, в общем, ну, большая, на полчаса, я не буду про нее сейчас говорить, но тем не менее, да, то есть вы его неправильно укладываете, поэтому он не учится засыпать самостоятельно. У меня было несколько, он будет в этой кровати играть. То есть он будет играть, что он в машине, что она в карете, что она плывет на каноэ, ну, в общем, все это будет. Но играть не значит спать, да, то есть как бы вот процесс засыпания на самом деле здесь он, ну, как бы его не будет в этой истории и не будет его быстро, она, наоборот, будет его перевозбуждать. Вообще нормальный ребенок, как и нормальный взрослый, должен засыпать минут за 20 после того, как он лег в кровать и там выключен свет. То есть понятно, что вы почитали, свет выключили, вот 20 минут ребенок должен заснуть. Если он засыпает больше, значит, что-то его перевозбуждает, и, возможно, это кровать, если вы ее купили вот такой. У меня было 2 случая, когда родители покупали такую кровать в виде, ну, такого типа домика, ну, то есть как с крышей такой. Вот 2 случая у меня было, когда дети действительно вот в этой кровати как домики, ну, как бы, ну, это было, они уже начинали спать отдельно, им уже хотелось сепарироваться, и это чуть-чуть их подтолкнуло и поддержало. Вот такие моменты, ну, да, вот они случались. А кровать-машина, она... Шалаши, палатки, вот эти все, штабы. Ну, знаете, я не... Это тот же самый домик для игр, мне кажется, нет? Я не знаю, что такое шалаш, вот это что. Ну вот у нас, например, дома был такой, как, я не знаю, как, я бы назвал это цирк Шапито Так. для ребенка. Так. Она туда залезала, у нее какой-то там штаб был, она там прятала игрушки, что-то там тусовалось, это использовалось. То есть это как какое-то было именно, ну, ее личное пространство. Место для игр такое, действительно, да. Ну, если она его действительно использовала, почему нет? Ну, он, опять же, не будет развивать, но, в принципе, ну, как бы, как способ такой, я понимаю родителей, что им хочется чем-то занять ребенка, чтобы он чем-то хотел. Мне просто кажется, что часто родители хотят дать своему ребенку то, о чем они мечтали сами в детстве. Конечно. Вот, и очень часто это почему-то именно вот какие-то вещи, куда можно залезть, какие-то штабы. Вот мы сейчас делаем квартиру в Москве, там высокий потолок, но недостаточно высокий, чтобы сделать полноценный 2-й этаж. И мы сделали там небольшой 2-й этаж. Вот. То есть там дети не смогут даже ходить, но они смогут там как-то ползать, играть, там что-то такое у них будет. Вот насколько это вообще полезно будет для них? Ну, это полезная история такая. Это будет их личное пространство, они там будут, собственно говоря, тусить, общаться, играть там и так далее. Мне кажется, это хорошая история. Единственное, что они там еще будут прятать всякое незаконное от родителей. То есть родители должны быть готовы к тому, что если как бы что-то незаконное ваши дети хотят там спрятать или сделать что-нибудь плохое, они будут делать это там. Ну, то есть вы, соответственно, должны как-то это контролить. Это, так, мне кажется, хорошая идея. Мы еще к этой теме вернемся. У меня записано. Давайте поговорим об индивидуальных особенностях ребенка, там тревожность, там возбудимость, и вот как это тоже с интерьером завязать. Но когда мы говорим, например, про ребенка тревожного, то, конечно, мы, например, подбираем ему и игрушки, и интерьер так, чтобы он был предсказуем, понятен, так, чтобы он был максимально такой простой и лаконичный, да, скажем так, чтобы интерьер максимально его не напрягал. И, конечно, мы в этой истории смотрим, ну, в том числе на там, цвет обоев, например, да, на рисунок на обоях, если он есть. Ну, то есть мы выбираем что-то максимально спокойное, максимально вот такое предсказуемое и понятное. Если, например, у нас у ребенка повышенная возбудимость или гиперактивность, сейчас всем ставят диагноз, но действительно среди них есть те, у кого действительно есть гиперактивность, да, то тогда мы выбираем объединенную среду в целом. То есть, это опять же такая история, наверное, не к вам как дизайнеру, но вы как папа наверняка знаете,
замечаете, что где-то годам к 4 у ребенка комната становится похожей на что-то среднее между свалкой игрушечных отходов и маленьким игрушечным магазинчиком таким, как бы, да. И, конечно, для ребенка с гиперактивностью такая среда совсем не подходит. Она и для обычного ребенка тоже не подходит, потому что он путается в этих игрушках, и ему там неудобно играть на самом деле. Но для ребенка с гиперактивностью, с трудностями внимания, с повышенной возбудимостью такая история совсем не подходит, поэтому для него подходит такая объединенная среда, когда у него все убрано, когда, когда есть чуть-чуть, когда у него есть чуть-чуть небольшой набор игрушек, да, все остальное нужно откуда-то доставать. То есть он достал, убрал, и это не перевозбуждает, это его, наоборот, собирает и ограничивает. Есть ситуация, когда у ребенка, наоборот, такая как бы умственная отсталость или склонность к аутизму или какие-то другие вот такие параметры, да, тогда мы, наоборот, делаем действительно, как это, монтессори сады, знаете, там такие, там куча всяких этих игрушек, они такие тактильные, приятные. Я бы сама там играла с удовольствием, вот, несколько дней бы все это изучала. Но там другая история, там важно вызвать этот интерес у ребенка, как бы, да, то есть чтобы он захотел потрогать, чтобы он захотел изучить, то есть захотел изучить разное. И так, тогда да, мы делаем вот эту историю. Но если у нас ребенок обычный, нормативный, то, конечно, ему важно, чтобы у него в комнате был, был порядок, да, некоторый, чтобы он в этом порядке мог ориентироваться. То есть, чтобы он понимал, где у него что лежит, и чтобы это было ограниченного объема, потому что если у него, я опять же там периодически видела, например, мне фотки сейчас родители скидывают, как у них там все это устроено, и у них такой там контейнер такой, такой прям, не знаю, метр на метр, и он заполнен маленькими машинками. Как вы думаете, ребенок в 6 лет, он может все эти машинки знать, что у него там вообще лежит? Понятно, что это свалка машинок, в которых он не ориентируется, то есть, и он относиться к этим вещам будет, тоже как к барахлу на самом деле, потому что они там еще лежат такие все, в общем, в кучке, и там еще половина из них сломанные какие-нибудь такие, и, в общем, как бы ничего хорошего от этого нету. А по поводу тревожности взрослых, вот часто такой вопрос задают. Если, например, мне кажется, что комфортно, когда ты спишь, лежишь на кровати, что видно вход в комнату, дверь, что никто не ворвется там, вот, что если дверь за спиной, то это очень некомфортно. Есть такое или нет? Было такое исследование еще в прошлом веке, действительно говорили о том, что если сидеть спиной к двери, то это вызывает дополнительную тревогу. То есть, да, наверное, для тревожного человека важно видеть вход, да, как бы. Но вот с другой стороны, мне кажется, что так вот из логики, если мы говорим и про взрослого, и про ребенка, мне кажется, важно не то, чтобы видеть вход, потому что вот так вот ты лег, и перед тобой дверь, и ты следишь. Войдут, не войдут. Войдут, не войдут. Войдут, не войдут. Так всю ночь можно сидеть и смотреть. Войдут, не войдут. Войдут, не войдут. Мне кажется, что логичнее, да, если расположить дверь там сбоку, например, чтобы можно было, в любой момент проконтролировать, но чтобы она не была вот как бы главным и ведущим, и чтобы она не наводила бы на тревожные мысли, потому что понятно, что тревожный человек, не дверь на самом деле является причиной его тревоги, а его внутреннее состояние приводит к тому, что он воспринимает дверь как что-то очень такое. Смотрите, мы затронули стены, какие-то вы говорили про рисунки на стенах. У меня была история, мы с заказчиком нарисовали робота Чаппи, такого огромного, классного робота, который, в принципе, очень нравится детям. И потом проходит 2 недели, и заказчик говорит: знаете, Александр, мы были у детского психолога, и он сказал, что ни в коем случае нельзя роботов использовать на стенах, и замени на что-то более доброе, каких-то там, не знаю, зверушек, мультики, что-то такое. Это насколько вообще правда? Я не видела вашего робота, может, он там действительно... Он был максимально добрый. Там именно была речь про то, что это что-то неодушевленное, что это какой-то именно... Неодушевленный предмет. Да, да. Смотрите, здесь, с одной стороны, я понимаю, про что говорил психолог, с другой стороны, именно вот прям там четкой связи нет. У нас есть связь, что если, например, ребенок рисует какое-то неодушевленное, наоборот, рисует живое существо, именно живое существо, то есть, например, там собаку, и в нее вплетает куски неодушевленного, то есть делает ее киборгом, по сути своей, это говорит о психическом расстройстве. Здесь хорошо бы к психологу или даже сразу к психиатру отвести ребенка, да, как бы в этой истории.
наличие рисунка робота, в принципе, оно, тем более, что это не он его нарисовал вообще, оно ни в коем случае не говорит о том, что ребенок вырастет с каким-то психическим расстройством. Нет, такой связи у нас нет. И, тут другая есть история о том, что когда мы что-то, рисуем какой-то рисунок, мы должны понимать, что есть некоторая вероятность, что его потом придется довольно быстро поменять на другой, потому что он может, не подойти ребенку, он может надоесть ребенку, ребенок может на него плохо, индивидуально, плохо отреагировать на самом деле, это тоже важный такой момент. Ребенок может перерасти, потому что, например, вот сколько было вашему ребенку? Я не помню, сколько ему было. Он маленький, там лет 6, наверное. То есть, в принципе, тогда получается, что этот рисунок, если бы его не нужно было переделывать, он был бы примерно на год. Угу. Потому что, в 6 лет действительно такой вот, сказочный, скажем так, персонаж, он еще он подходит детям, они его любят и так далее, но в 7-то он пойдет в школу, и у него поменяется мышление, и ему этот робот уже не зайдет, он уже будет считать, что он из него вырос. И он будет или расстраиваться из-за того, что у него есть робот, и стесняться приглашать туда друзей, или будет просить папу с мамой переделать это все дело на что-то более, более такое, скажем так, подходящее по возрасту. У меня дочка очень остро реагирует на какие-то такие темы, вот что из детства ей скажешь, там, Вик, ты же это любила, она такая, пап, пожалуйста, хватит. Да, потому что они чувствуют себя большими, и они хотят показать это через внешние атрибуты, через внешние атрибуты. То есть, если, допустим, 6-летнему ребенку, например, подарить ему какой-нибудь там билет на спектакль «Красная шапочка», он скажет, что вау, круто, красная шапочка, там зайчики, шапочка, в общем, все замечательно, персонаж, да? А если 7-летнему ребенку подарить билет на спектакль «Красная шапочка», я думаю, что он вас, в общем, не сильно поблагодарит. И будет, в общем-то, прав, потому что, на самом деле, 7-летнему ребенку положено, другие, да, скажем так, персонажи, да, как бы они... Это, получается, касается всех любых рисунков на стенах. Да, конечно. А как все-таки сделать тогда комнату не на год, а чтобы она росла вместе с ребенком? Мне кажется, что здесь оптимальнее всего это какие-то нейтральные светлые стены, на которые можно, например, делать какие-то, например, на которые можно делать какие-то такие, скажем так, временные композиции. То есть, например, вот сейчас у него есть там тема не знаю, ребенку нравится сейчас там... Пираты, например, да, и вот вы там вешаете такую веревочку на эту стену, на пустую, да, как бы, и на эту стену, на эту веревочку навешиваете пиратов. В принципе, можно к этому еще элемент творчества подключить, то есть это могут быть не просто покупные, распечатанные на принтере пираты, которые, в принципе, ребенку, конечно, прикольно, но он может их сам нарисовать на каком-нибудь мастер-классе, он может сходить куда-то на сходить куда-то, и там вы этого пирата как нечто такое эмоциональное купите, да, то есть этот пират, он будет уже эмоционально заряжен, и в этой истории это будет не просто картинка на стене, а это будет, воспоминание о походе куда-то, например, да, как бы это совсем другая уже история. И также с мебелью, на самом деле, это тоже важный момент, потому что мебель тоже должна ведь расти вместе с ребенком. Если ребенок маленький, то есть, допустим, ему там год, 2, 3, то она должна меняться там чуть ли не каждые полгода. Когда ребенок уже школьник, то там, хотя бы там раз в 2 года она все равно должна немножко меняться в зависимости от его потребностей, скажем так, да, потому что тоже здесь... По поводу розово-голубого у нас сейчас тоже был проект. Заказчики были беременны в процессе, один ребенок уже был, и мы не знали, какого будет пола ребенок. В итоге у них будут разнополые дети. Вы сделали в полосочку? Нет, у нас как раз тоже нейтральный цвет. Что делать с разнополыми детьми в одной комнате? То есть должно быть какое-то зонирование, или как вот с ними быть? Есть... Есть какой-то возраст предельный, до которых их лучше расселить? Как сказать, вот я сейчас скажу, очень важно расселить их до 7 лет, например, а у родителей нет такой возможности их расселить, финансовой, например, да, вот они живут вот в однокомнатной квартире все вчетвером, например, и у них нет возможности даже себя отселить, как бы, да, я скажу, что важно до 7 лет отселить, например, и у них невроз появится из-за того, что они не могут себя отселить, как бы, но это такая история, не то чтобы важно отселить, в принципе, дети могут быть и разнополыми, вообще считается, что, конечно, к моменту там полового созревания хорошо бы, разнополым
полок детей вообще, ну, разнести в разные места, потому что они должны иметь какое-то интимное пространство для познания своего тела. Это нормальная история такая, да, и мы должны им это, ну, не то что должны, а было бы хорошо им это предоставить. Но если у них такой возможности нет, то у них есть, ну, мы люди взрослые, да, у них есть ванная комната для этого, там, у них есть какие-то часы, когда они там проводят в этой комнате самостоятельно одни, как бы, да, то есть здесь все равно какие-то возможности есть, поэтому, ну, вот хорошо бы, да, до полового созревания, скажем так. Вот. По поводу вообще, в принципе, двух детей, у них, конечно, у каждого должно быть свое, ну, свое спальное место, свое рабочее место. У каждого должны быть свои игрушки. Это важно, даже если у вас дети-близнецы, у них все равно должны быть свои игрушки. Вот это, ну, для того, чтобы ребенок понимал, что такое мое, что такое чужое, чтобы у него формировался вот это вот, ну, такое какое-то представление о я. Опять же, даже если дети-близнецы, у них все равно формируются, ну, как важно, чтобы у них, ну, если мы говорим про здоровых личностей, то у них должны формироваться разные интересы, да, один любит, не знаю, там, играть в сов, например, а другой в мишек, и, соответственно, ну... Будет война мишек против сов. Ну, или коалиция мишек и сов, например. Почему против родителей. Ну, да. Вопрос Да. часто возникает, на самом деле, в проектировании. Вот рабочий стол, опять мы к нему возвращаемся, это уже школьники. Может это быть один общий стол на двух детей, или лучше их рассадить по разным концам комнаты? Лучше, чтобы это были не обязательно два разных конца комнаты, но лучше, чтобы это были два разных стола. То есть не одна столешница, а две разные столешницы, ну, одинаковые, соответственно, по размеру, да, для того, чтобы, вот, чтобы не возникало лишних конфликтов, да, чтобы вам было проще в этом во всем вообще, ну, как бы, скажем так, участвовать, разбираться там и так далее, потому что когда у меня, например, был такой случай, мама разрешила этим делиться, клиентский, поэтому она сделала для себя и для дочки, там дочка подросток, она сделала такой большой длинный стол. И в итоге, знаете, к чему привело? Мама такая с ноутбуком сидит в этом уголочке этого стола, а вся остальная столешница занята вещами дочки, как бы, да, и мама такая говорит, я что-то на нее раздражаюсь, знаете? Я говорю, еще бы, знаете, я бы тоже раздражалась, если бы у меня не было своего рабочего места, хотя я, в общем-то, его, ну, да, планировала, обустраивала. Мама любит дочку, значит, очень сильно. Она любит дочку, это понятно, но, с другой стороны, если бы у них было два рабочих стола, то, ну, даже если бы они стояли рядышком, да, то ей бы намного проще было бы эту границу отстроить, то есть намного проще было сказать, дорогая дочка, вот у тебя есть твое рабочее место, все, что тебе нужно, храни, пожалуйста, там, вот свой беспорядок, свой порядок, вот все, что тебе нужно, храни там, а у меня мой беспорядок или мой порядок – это мое рабочее место. Я даже если я ушла с утра куда-то, то я хочу вечером прийти и увидеть все так, как оно было, а не так, как… У меня были взрослые заказчики, которые то же самое говорили. Говорят, нам нужно ровно два одинаковых шкафа, и все. Вот один мой, другой супруги, чтобы вообще ничто нам не мешало. А что по поводу двухуровневых кроватей? Ну, вообще… Это просто тоже обычно вынужденная мера. Не все, ну, как бы… Но если места в комнате недостаточно, да, то лучше делать все-таки, допустим, например, высокую кровать и рабочее место под кроватью. Двухуровневая кровать, она, смотрите, обычно младшего ребенка кладут наверх, а старшего ребенка кладут вниз. И здесь такой есть, старший обычно обижается на младшего, во-первых, потому что он… Ну, сверху круче, мне кажется. Вот, видите, да, потому что есть ощущение, и вообще есть в этой истории ощущение, что младшего любят больше, и так, ну, и вообще, и когда, опять же, родители укладывают этого самого младшего, давайте себе представим сейчас эту историю про двухуровневую кровать, вот старший лежит внизу, он, например, там подросток уже, он там, ну, хочет там почитать или посидеть в телефоне, там, да, ну, телефон не очень хорошо перед сном, но, тем не менее, мы реально, ну, в реальности живем, и такое бывает, да, но чего он лежит, вот пытается заснуть, и мама или папа укладывают младшего ребенка. Какую часть нашего тела, ну, нашего взрослого тела видит этот самый подросток в этот момент? Давайте представим. Вот так, без лица, наверное. Ну, он видит
туловище, ноги, гениталии. Ну, вот вам приятно видеть это перед сном? Такое. То есть я понимаю, что места может быть очень мало. И понятно, что если места совсем нет, да, то, конечно, это вариант. Но если есть какая-то возможность, то лучше, чтобы все-таки это были 2 разные кровати и, допустим, рабочее место для одного под одной из кроватей, игровое место и маленький столб для другого. Ну, то есть, соответственно, вот у них есть вот их 2 метра личного пространства, которые вот лично их, как бы, да, но это всего на самом деле 4 метра, если в общей сложности получается, ну и маленький проход между ними, то есть, в принципе, это, все-таки реально, даже для совсем маленькой комнаты такая какая-то более-менее это, на самом деле, важная информация, нам всем будет очень интересно. Угу. Давайте перейдем к взрослым ребятам, уже к подросткам. Давайте. Вот я просто из своего детства помню, я в какой-то момент повесил замок на дверь, чтобы это было прям вот мое, чтобы никто не входил. И в какой-то момент папа, по-моему, даже выбил эту дверь. Мы что-то поссорились очень жестко. Он прям проломал мою дверь. Саша, ты не имеешь права здесь запираться. Говорит, это мое место, уходите. Можно ли детям давать возможность запираться? Или нужно, или не нужно, наоборот? Можно я здесь вас немножко потерапевтирую? Давайте. Я спросила... Я недавно начал ходить к терапевту, да. Скорее всего, вы повесили замок как символ того, что в вашу комнату не нужно входить, правильно? Эта идея, скорее всего, я вас впервые в жизни вижу, но я так фантазирую, из того, как оно обычно бывает. Скорее всего, она у вас возникла, потому что родители приходили в вашу комнату без спроса и без стука. То есть если бы ваши родители сами догадались бы, что у них уже живет подросток, и, соответственно, начали бы стучаться и спрашивать разрешение войти, идея повесить замок вам бы в голову не пришла, правильно? У меня мама смотрит, мама, привет. Ну, я же правильно рассказываю? Наверняка, да. Вот, соответственно, если ваш ребенок вешает, или хочет повесить на комнату замок, то, скорее всего, это о том, что он говорит: родители, я уже вырос, пора перестраивать границы. И здесь хорошие родители его в целом хотя бы попробуют услышать. То есть если вы хорошие родители, я уверена, что вас слушают хорошие родители, то, соответственно, задача здесь услышать ребенка, да, скажем так, и дать ему возможность, начать уважать его границы. Вообще, в принципе, мне кажется, что это нормально даже вот с 7-8-летними детьми постучаться, а потом входить в комнату, если она лично их. Не потому, что они там делают что-то запрещенное, но а просто как про правила вежливости. Опять же, если вы хотите, чтобы когда в вашу комнату, в вашу спальню ваши дети заходили, они бы стучались, то это история про двустороннее движение. Соответственно, здесь важная часть. Вот, по поводу того, что конечно, замок — это, вообще дверь, да, это привилегия, вот, и понятно, что иногда бывает, что подростки себя ведут таким образом, что можно этой привилегии их на время лишить, например. Но это отдельная тема про наказание, да, и если мы лишаем, то мы объясняем, за что, объясняем, когда мы вернем, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию и так далее. То есть, в принципе, наверное, ответила на ваш вопрос. У меня был такой случай, я делал заказчикам дом трехэтажный, и на последнем этаже был детский этаж. И спустя какое-то время, там буквально, лет 5, может быть, больше, ребенок уже подрос, и они говорят: Саша, мы хотим переделать последний этаж, потому что ребенку там неинтересно. Он там вообще не проводит время, он с ним тусуется внизу, мешает нам, пусть он к себе идет. А ему там вообще не нравится. Вот. То есть мы там сделали какой-то модный 2-й этаж. Вот есть какие-то советы по этому вопросу? Может, как-то можно сделать комнату более интересной подростку? Или это индивидуальная история? Тут хочется сказать, наверное, с одной стороны про то, что, наверное, это о том, что ребенок не умеет занимать себя сам в этой истории. Не про интерьер. Это не только про интерьер, да, не столько про интерьер, потому что если ребенок умеет занимать себя сам, и ему интересно что-то делать, самостоятельное такое, да, то, соответственно, он захочет проводить время один. Да, а здесь я слышу, что, с одной стороны, я слышу довольно странную историю о том, что
почему родители так не хотят проводить время со своим ребенком, он им мешает? Зачем они И он тогда типа его заводили? постоянно, у него же есть комната, почему она пустует? Вот такая у них досада. Ну, вы же не знаете, сколько это постоянно. То есть я не думаю, постоянно-то он с ними спит, что ли? Значит, в гостиной тусуется. Нет, значит, на время сна он точно уходит, правильно? Да. Плюс, наверное, час перед сном тоже, наверное, уходит. Ну, потому что как бы пока ты там зуб почистишь, пока туда, пока сюда, ну, то есть явно не в гостиной он проводит время. Плюс, наверное, он еще какое-то время должен в школе проводить. Ну, то есть, когда этому самому подростку вот постоянно тусоваться в гостиной? Ну, вот исходя из графика дня. Обычно еще у подростков куча всяких разных дополнительных занятий, развивашек и прочего. Ну, то есть, это, наверное, вот то время, когда родители в 7-8 вечера пришли домой, и там, ну, до 9 вечера, когда там подросток должен идти уже спать, наверное. А есть какие-то главные вот периоды, в которые, ну, желательно поменять интерьер? Ну, там, от 0 там, до 5. Ну, вот есть что-то такое? Ну, наверное, от... Ну, понятно, что это имеет какую-то дельту. Вариативность, там. Да. Ну, наверное, где-то от года до 3, да, должен быть один интерьер. С 3 до 5 он... Ну, нет, давайте так, от года до 5 примерно, ну, там полочки нужно открывать, закрывать, но это не так принципиально, в принципе. Вот с 5 до 7 он должен поменяться, потому что там другая система игр, ну, у ребенка принципиально, ему нужно другое пространство, больше места, больше самостоятельной игры, больше места для творчества там, и так далее. Естественно, что с 7 до подросткового возраста тоже у него должен быть другой, ну, принципиально другой интерьер, потому что он в школу пошел, ему другое рабочее место надо, да, скажем так, или с 6 до подросткового возраста. Ну и подростковый возраст, конечно, там тоже важно, чтобы это было, ну, по-другому. Ну, вопрос на эту же тему. Зависит как-то, что я вспоминаю Викину комнату, забитую вот этими лего, как я наступаю на это лего, как это больно, все разбросано. Есть какая-то тоже зависимость хранения игрушек от возраста? Надо ли игрушки должны быть, вот то, что вы говорили про машинки, да, что он там не может понять вообще, что у него там хранится, где хранится. Да. Ну, должны ли быть они видны, или можно их прятать, или что-то. Есть какие-то особенности именно хранения? Можно даже, наверное, не связывать это с возрастом, а именно про хранение. Если говорить про вашу Вику, то, скорее всего, просто у нее было слишком много лего, и надо было половину выкинуть. И тогда бы ей было бы проще их хранить, и проще бы их убирать, на самом деле. И это бы, ну, да, научило бы ребенка тоже избавляться от ненужного и лишнего. Или не выкинуть, а продать на Авито. Ну, тоже как бы такой вариант. У меня однажды, например, один такой ребенок, клиент, ну, он думал, как бы себе на телефон заработать. Он продал лего и купил себе iPhone. Представляете, сколько у него было лего вообще. Он как бы... Ну, по поводу хранения я могу сказать, что я дочке передал свое детское лего. Насколько я его долго хранил. Ну, наверное, у вас было... Или у вас прям тоже было... Не, у меня было мало, и я ценил его просто как что-то золотое. У меня до сих пор лежит мое детское лего, и я тоже его ценю очень, потому что оно было, ну, оно было уникальным, редким и ценным. А когда у вас лего меряется на килограммы кубиков, да, как на вес, да, то это уже перестает быть ценностью и становится расходным материалом. Это вообще, в принципе, история про игрушки, да, то есть если вы хотите, чтобы дети их ценили, их должно быть немного, и они должны, ну, скажем так, получаться редко. То есть, если вы детям дарите игрушки каждую неделю, там, например, да, или как это мне один папа сказал, у нас ни один поход в магазин не заканчивается тем, что мы выходим без покупок, потому что ребенок плачет, и жалко, и они покупают игрушки, и в итоге понятно, что у них, ну, да, ребенок не очень уважительно относится к вещам, как бы в этой истории. Про хранение. Ну, здесь основной принцип тоже мы идем за ребенком и за развитием. То есть, если мы говорим про ребенка, допустим, до 3 лет, то ему, если вы знаете, ну, если вы как папа, например, может быть, вспомните, что когда вашему ребенку было года 2, он активно ходил, открывал шкаф, из него все вытаскивал. Было такое? Да, конечно. Вот, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был любознательным и чтобы ему было интересно в своей комнате, значит, надо сделать так, чтобы там было много закрытых дверец, ящичков и всего прочего, чтобы было что открывать, и там что-нибудь приятное, прикольненькое находить, да, как бы в этой истории. Ну и, соответственно, если у него ограниченный набор игрушек, то, в принципе, их довольно легко убрать. Машинки к машинкам, мячики к мячикам, зайчикам к зайчикам, там, ну, в общем, все прочее. Это такая простая история. Когда мы говорим про ребенка, например, с 5 до 7 лет, он должен заниматься творчеством, как я уже сказала, очень много, и он должен научиться играть самостоятельно, к вопросу про вашего
клиентского подростка, да, может быть, действительно он совсем не самостоятельный, в школу не ходит и сидит в гостиной, и вообще никуда не... Ну, такое тоже возможно. Вот, значит, соответственно, наша задача, чтобы ребенок видел те игрушки, ну, и те, там, не знаю, пластилин, краски и так далее, знал, где это находится, и чтобы это все было в доступе, чтобы он это видел. Да, как бы, когда, например, ребенок уходит в 1 класс, то ему нужна объединенная среда тоже для того, чтобы сосредоточиться. То есть, соответственно, у него все вот эти вот канцелярские товары, все игрушки тоже, они все должны быть снова убраны за дверки, для того, чтобы он мог спокойно сидеть и спокойно, соответственно, заниматься, чтобы его ничего не отвлекало. Когда ему нужно, он достанет, когда ему нужно, он уберет, чтобы все было на своих вот так вот, ну, как бы местах. Когда мы говорим про подростка, то тут, ну, на самом деле подросток узнает себя, и чем меньше вы влезаете в его вот эту вот комнату, и чем меньше вы влезаете в это хранение, да, тем на самом деле лучше, потому что, ну, как я всегда говорю, вот если задача подростка какая? Ну, подросткового возраста, какая задача? Выжить. Это самое главное. Если мы понимаем, что мы выживаем, то какая задача вот подросткового возраста? Когда мы понимаем, да, подростковый возраст проходит хорошо. Зачем нужен подростковый возраст? Ну, пережить какой-то кризис, мне кажется. Чтобы сепарироваться от родителей, ну, то есть отделиться, правильно? Да. Значит, соответственно, ему нужно показать, что он больше их не слушается, правильно? Да. И это значит, что если в доме есть правило, например, застилать кровать, как может показать, что он больше не слушается родителей? Все делать наоборот. Он не будет ее застилать. Поэтому если вы будете, как попугай, говорить, застели кровать, застели кровать, застели кровать, он точно застилать не будет. Даже если его самого будет раздражать, он не будет застилать назло вам. Поэтому, ну, да, соответственно, здесь мы отдаем все-таки вот право на уборку, на все остальное, да, как бы уже самим детям, и они имеют право со своим бардаком или порядком. У вас есть какой-то совет для дизайнеров и их заказчиков? Просто вы видели много интерьеров. Да. Что вот не надо делать прямо в первую очередь? Есть какая-то вещь, которая вас каждый раз расстраивает? Ну, меня действительно расстраивают яркие детские. Потому что, во-первых, потому что ребенку в ней тяжело, во-вторых, потому что она ограничивает воображение, ну, потому что, ну, скажем так, дети должны мечтать, воображать. А когда у него все это уже есть в готовых образах, да, то воображение здесь останавливается. Меня еще, наверное, меня еще иногда раздражает, когда все очень красиво, но очень нефункционально. Ну, то есть, например, у меня был такой случай, очень хорошие родители, очень включенные, которые вот для своих детей действительно стараются сделать все, что только можно. Ну, вот прям действительно очень хорошие родители, очень обеспеченные. И вот я прихожу к ним, они говорят: Наталья, мы хотим похвастаться, мы вот старшему ребенку купили стол для занятий. Он вот ему 6, вот он идет в школу, сейчас будет подготовка к школе. Мы купили стол, чтобы, значит, ну, как бы, действительно очень красивый стол, такой вот натурального дерева, такой вот видно, что, в общем, ну, прям видно, что супер стол такой. Но я понимаю, что заниматься он за ним не сможет. Знаете почему? Потому что ширина стола 40 сантиметров. А у нас ребенок, если мы говорим про, ну, скажем так, про первоклассника, например, да, то у него должно быть, ну, вы знаете, что должно стоять на столе или лежать на столе у ребенка, да? Тетрадь, рабочая тетрадь, учебник, планшет, ручки, пенал, вот это вот все. Ну, то есть это уже очень большой объем. Еще телефон, чтобы иногда домашку спрашивать, да, потому что он ее забыл, или там, ну, в общем, там, ну, да, то есть, соответственно, ну, вот 40 сантиметров на метр, ну, это жесть. он там просто не поместится, ну, никак, да, как бы, то есть это вот положить ровно вот тетрадку, и даже ее, знаете, как вот, ну, опять же, как нас в 1 классе учили, поверните тетрадку, чтобы красивым почерком, даже вот так сделать просто уже не получится физически. Это красивый стол, за который можно сесть, написать записку или письмецо такое, как бы, да, вот, то есть он не функциональный, поэтому, наверное, самое основное, конечно, это
про то, чтобы ребенку было удобно заниматься тем, для чего этот предмет предназначен. То есть если ему важно в этой кровати спать, то, значит, она должна быть удобного размера, цвета, не знаю, там, чтобы в ней было хорошо именно спать, засыпать. Функция важнее формы, получается. Да, но потому что жить же важно, а не находиться в красивом. Давайте в заключении спрошу вопрос. Я просто с подписчиками советовался, что спросить у психолога. И все задали, и не про ребенка, все задали один вопрос. Такие: Александр, спросите, как не развестись после ремонта. Ой, это хороший вопрос. У меня 2 пары клиентские развелись в процессе ремонта, в общем. Это классика вообще. Да. Наверное, во-первых, важно проработать собственный перфекционизм. Это правда важно, потому что когда люди делают ремонт или неважно что там, да, то же самое про детей, делают с тем, чтобы получилось идеально, и когда у людей в голове есть идея о том, что есть какой-то один, но идеально хороший, идеально правильный вариант, и это мой вариант, да, то получается, что мы относимся к другому человеку как к тому, что, есть мое мнение, а есть другие, и они все неправильные. И наша задача здесь получается не в том, чтобы договориться о том, как мы будем делать ремонт, как мы будем вместе в этой прекрасной квартире, там, не знаю, дачном доме, коттедже и так далее жить, а как мне продавить свою идею, как мне донести смысл моей идеи до партнера или как заставить его смириться с тем, что будет именно так. И в итоге мы получаем или человека отстраненного, и, например, если женщина занимается этим ремонтом, то она, получается, начинает обижаться. Знаете, Наталья, мой муж вообще отстранился от воспитания детей, он ими, вообще не занимается, он просто делает то, что я говорю, и то, плохо делает. Или, знаете, он вообще не помогает мне с ремонтом. Я полностью тяну все одна. Конечно, если она, сама все, то есть она не спрашивает, что ему надо, как ему интересно, что он хочет на самом деле, то он будет просто отстраняться и говорит: так, вот тебе деньги, вот тебе дизайнер, вы с ним вместе что-то придумаете, а я тут как-нибудь, в общем, потом адаптируюсь к тому, что вы там понастроили, в этой истории. Это же и понятно, что это обижает на самом деле. По поводу перфекционизма у меня был один случай. Я очень редко расставался с заказчиками. Я всегда старался доводить до конца, в любом случае. Был случай, пришла заказчица, она говорит, она уже такая была очень в сильном возрасте, она говорит: Александр, это моя последняя квартира, я в ней умру. Такой хороший настрой, позитивный, мне кажется. Сделайте, пожалуйста, очень... то есть она должна быть идеальная. И я понимаю, что с этим заказчиком, скорее всего, ничего не получится. Потому что тот самый перфекционизм, невозможно. У тебя же еще тоже был вопрос от подписчиков, что как быть с тем, что ты сделал ремонт, он шел год, там полтора, ты въехал, а за это время у тебя уже что-то в голове поменялось, и ты грустишь в этой квартире. Что с этим делать? Тоже, во-первых, относиться к этому как к личностному росту. Я за 1,5 года очень сильно вырос. И мое мировоззрение поменялось. Мне кажется, это круто, что человек за 1,5 года вырос. Если люди не меняются, им, как 20 лет назад нравилось вот это, так и сейчас нравится вот это, то, в принципе, это о том, что человек остановился в развитии, потому что, не знаю, там, я про себя могу сказать. Мне, например, раньше мне нравился джаз, например, в качестве музыки. Сейчас мне нравится фолк. Это не о том, что джаз лучше фолка или фолк лучше джаза, но о том, что, я же меняюсь и развиваюсь. И это же, хорошо, мне кажется. И, 1,5 года назад вам казалось, что вот это прикольно, и оно, а сейчас вы выросли и поняли, что вам это, что вам подходит что-то другое. Мне кажется, это хорошо скорее. Надо смотреть на это. Еще мне кажется, что любые радикальные всякие решения в дизайне, они тоже очень... Это как у подростков, у них же все такое радикальное, и поэтому им быстро это надоедает. И если ты тоже делаешь какой-то авангардный дизайн, то будь готов, что хорошо, если у тебя не одна квартира, и ты в них можешь так делать. Да, ты будешь менять. Менять, абсолютно. А если у тебя одна квартира, то все-таки надо делать более таймлесс дизайн, который будет медленнее устаревать. Да. Но еще, мне кажется, здесь я думаю о том, что, может быть, еще здесь есть такой элемент, что люди иногда бывает, что думают, что им это понравится. То есть, например, они побывали на отдыхе, и на отдыхе все было, такое, например, в средиземно-морском стиле. И потом они думают: о, класс, надо бы дома такое же сделать. Проассоциировали, да. То есть у них есть ассоциация, да, что ассоциация с тем, что
там средиземноморские, ну, там камни какие-нибудь разложены, там галька морская, там что-нибудь такое, что им это нравится. Но на самом деле, когда они приезжают домой, их быт, он этому не соответствует. Или, например, они посмотрели в каком-нибудь сериале или на Ютубе, в общем, где-то посмотрели вот, да, у какого-то блогера, вот, что вот он живет вот так вот, и им кажется, что им тоже это понравится. Но в этой истории подросток, вот он зачем так экспериментирует? Он пробует, а что мне вообще подходит? Черное, зеленое, красное, фиолетовое, не знаю, там, ну вот какой я вообще? И мне кажется, что хорошим выходом, опять же, с подросткового возраста должно быть понимание, какой я. Вот я знаю, что мне подходит, что мне удобно, и я знаю, что мне неудобно. Я вот когда, например, номера в отеле смотрю, я вот знаю, что вот этот номер, мне в нем будет хорошо, потому что в нем есть вот это, вот это, вот это и вот это, например. И около отеля есть вот это и вот это. Это то, что мне подходит. А вот, скорее всего, вот это и вот это мне не подойдет. Я плохо проведу время. Мне кажется, что очень часто люди вот нет такого, что они хотят не потому, что они в этом прожили, попробовали, такое что часто им это бывает. нравится, а именно потому, что они подумали, что должно быть хорошо. Есть какой-то образ, который Да. они где-то случайно заметили, и очень часто он не совпадает с последующей жизнью, и потом все это просто пустует, простаивает. Наталья, Да. очень интересная, на самом деле, беседа. Я думаю, что просто Действительно 1,5 часа хорошая. пролетели. И каждый вопрос, мне кажется, мы могли бы еще на каждом вопросе да. по часу общаться. Друзья, если у вас еще есть какие-то вопросы, обязательно напишите, мы их посмотрим, постараемся вам ответить. Я оставлю ссылки на Наталью, на все социальные сети под видео. Мне очень понравилось. Было Да, очень мне круто. тоже. Мне тоже понравилось. Спасибо большое за приглашение. Спасибо огромное. Все, друзья, пока-пока. До свидания.